Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз на декаду, на 10 дней, с 1 по 10 августа. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И у нас сегодня две колоды. Первая – это 78 дверей, открытые двери или закрытые. Вообще эти карты передают именно состояние, не состояние души, а вот действие или ситуацию, будем говорить. А на колоде Таро мы дополним, узнаем, с чем будет связан этот период. И давайте приступим к нашему раскладу. Мы не задаем вопросов, мы просто достанем три карты, позволим картам, как потоковая информация, раскрыть ту палитру событий, которые могут с вами произойти в ближайшее будущее, в ближайшие 10 дней. Итак, что стоит обдумать? На что обратить внимание, я бы сказала, потому что эти три карты как знаки судьбы могут быть. Может быть, мы и не придаем чему-то значения. Так бывает очень часто. Это может быть и внешняя ситуация, это может быть и могут быть наши мысли, какой-то творческий инсайт, например, если вы творческий человек, а среди вас очень много творческих людей. И нам думается, не, показалось, а тут на самом деле нет, это подсказка какая-то. Итак, три знака судьбы. Вот это потоковая информация, которую нам раскроют карты. Что же нам для вашего знака зодиака на эти 10 дней? И еще расскажут карты Таро. И первый мы достанем, что же прояснится. Вот правда, может какая-то тема прояснится, или вы сами что-то проясняете. Следующая карта, в чем ваша сила, или в чем вы наиболее ресурсны. Может быть, и вопрос какой-то получится решить. Или тема сама по себе как-то складывается так. Кто или что появится неожиданно. Вот такое тоже интересно. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, ваши достижения. У кого-то вопросы с документами, у кого-то учеба, мои дорогие. Одним словом, все то, чем вы занимаетесь, ваши дела. Сфера финансов, любовь и личная жизнь в эти 10 дней. Энергии как раз про любовь. Хотя для вас могут быть и про деньги, наоборот. Тут немножко по-разному. Вот посмотрите, нам уже говорят, Телец, да ты в будущем. Ну, хотя иногда тройка жезлов может говорить нам о том, что мы чувствуем, что уже не будет как прежде. Мы чувствуем кожей, словно меняется пространство вокруг. Может быть, преломляется реальность. Но мы еще не с места в карьер бежим по этой карте. Мы на какой-то период останавливаемся, и это не есть пауза. Нет, ведь это карта будущего. Но мы переосмысляем, анализируем, что же из прошлого мы возьмем с собой в будущее. Или все ли мы взяли в будущее из того, что мы хотим осуществить, что нам может попросту пригодиться. Вот вы можете анализировать, что мне может пригодиться в будущем, какие мои навыки, ресурсы или чего мне не хватает. Вы нацелены именно на какой-то прогресс, прорыв. И вообще, вы знаете, по этой карте больше сил мы чувствуем, больше бодрости. Мы чувствуем, что если, правда, а вы люди сильные, вы люди настойчивые, ваше положительное качество, и в этом ваша отчасти сила. Когда вы можете поставить перед собой задачу, и чаще тельцы надеются сами на себя. И в наше сложное время, когда человек не ждет даже помощи извне, ведь это тоже сильная позиция, поэтому за это себя стоит поблагодарить, это точно. Тут уже прорыв какой-то наметился. И поэтому перезагрузка вы это сами можете чувствовать тоже. Это как знак судьбы. Уже не будет как прежде. Уже любая ситуация, любая сфера жизни, она будет развиваться в каком-то новом ключе, мои дорогие. И пусть даже это, хотя жезлы, дела, работа, бизнес, больше наши достижения как раз-таки жезлы. Ну, где-то финансы, опять же, могут быть. Почему? Откуда-то ведь к нам приходят деньги, да? Поэтому и вопросы заработков тут тоже могут быть. Ну, вообще мир материальный. А если мы говорим деньги, то это один из способов взаимодействия с миром. Планов много. Как их осуществить? Вот такая тема или такой вопрос вы часто можете себе задавать в эти 10 дней, потому что чувствуете, что прошлое, вот может быть, с каждым днем, с каждым вашим шагом отступает назад. Второй знак судьбы. Король мечей.
Рационализм, по сути дела, но для кого-то из вас это может быть важная встреча, может быть, это доверенное лицо какое-то, с которым вы взаимодействуете, или ваш партнер по бизнесу, может быть, и партнер по браку. По этой карте проходят люди рациональные, хотя это еще и карта, которая свидетельствует, мы можем контактировать словно с сильными мира сего. Имеется в виду люди, которые стоят на другой ступени лестницы иерархии. Это могут быть как юристы, адвокаты, это могут быть и люди в погонах. Погоны бывают у нас разные абсолютно. Или люди в форме, да, врачи. Вы можете заниматься. И 10 дней шикарно, я бы сказала. Уделить внимание самому себе, внешнему виду, имиджу, здоровью в конечном итоге. Это тоже наш имидж. Сломайте себе какой-то шаблон, но сделать это так вот хладнокровно, рационально, может быть, дать себе словно обет, что я теперь живу по-другому, да, или поменять график жизни. Тоже такое может быть. Потому что те обещания, которые вы себе даете в этот период, они имеют волшебную силу. Или даже если мы смотрим, ну, может быть, конкретная персона, которая рождена э, под знаком стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент. Может быть, и есть тоже какие-то контакты, может быть, это и близкий человек, но, значит, как знак судьбы, какие-то отношения, ну, они либо, нам ведь не говорит карта, может быть, какая-то тоже перезагрузка, впереди карта будущего. Пусть даже это будет действительно у кого-то партнер по браку. Я сужу по вашим комментариям, мне часто пишут, что есть, ну, пусть, понятно, не для всех, но для некоторых из вас вот эта взаимосвязь между знаками зодиака. Но тут все равно как-то, может быть, вы вдвоем в будущее, да, если вы семья уже будете смотреть каким-то или под каким-то другим углом, в другом ракурсе, может быть, и перезагрузка отношений. Когда вы узнаете друг о друге, может быть, какие-то важные такие моменты, которые прежде ускользали от вашего внимания. И когда мы можем подписать какие-то документы или можем провести важные согласования, мы можем услышать, кстати, какую-то новость совершенно случайно, потому что мы столкнемся с каким-то человеком, который наделен властью, или он знает, как решить какой-то вопрос. Как знак судьбы тут есть и темы, мои дорогие тельцы, которые вы должны решать тоже хладнокровно. Вот об этом, наверное, нам говорит карта. Или основываясь на букве закона. Иногда закон, порядок по этой карте тоже проходит. И это как знак судьбы, поэтому будьте внимательны. Третья карта. Вопросы дома, вопросы семьи, праздник после победы. Вот я всегда называю эту карту четверка жезлов. Это сам по себе дом. И, может быть, кто-то пойдет из вас решать как раз по части вашего жилища вопросы. Это могут быть инстанции какие-то или важные согласования. Может быть, и документы, которые связаны с жильем, или где вы планируете пребывать. Могут и новости по части дома, жилья или недвижимости к вам приходить. Но кто-то из вас может засобираться в дорогу. Я такое тоже могу предположить. Причем не просто дорога на отдых, а может быть такая дорога, которая включает в себя темы, ну или как вариант вы рассматриваете переезда именно на последующий период, а это как на разведку поедете. Мы все разные, вполне вероятно. Вам нужно что-то прояснить, увидеть, как оно в будущем будет, как будто заглянуть в это будущее. Вот здесь вы можете что-то очень важное решать. И я тогда должна сказать, мои дорогие тельцы, но вот какая-то конфигурация может у вас энергии тут сложиться, что правда тема по части личной жизни, жилья. Но, по сути дела, все темы и достижения, и финансов могут, конечно, переплестись в один клубок, но, может быть, и решения какие-то последуют, ваши именно, потому что вопрос какой-то может проясниться. Вот я такое не исключаю, но в целом все идет хорошо. Вот в эти 10 дней. Ладно. Что же прояснится? Ну, точно, все то, что я говорила. По пятерке пентаклей тут ведь идут два вопроса. Всегда это недостаток. Мелкая карта, ну, вот такая, знаете, как заноза. Она не говорит о чем-то глобальном. Ну, вот как заноза. Она не влияет на наше общее самочувствие, но саднит. Вот она мешает нам буквально.
Так вот, что вам тут мешает? Первое– это нерешенный финансовый вопрос. То есть, ну, есть тут у каждого по-своему это будет выражаться, да, у кого-то, может быть, закрыть финансовую брешь, у кого-то это по части работы, там какие-то финансовые сложности, трудности, или откуда к вам приходят деньги, или, может быть, вторичный доход, ну, самые разные. И второе, недостаток взаимопонимания, недостаток общения. Недостаток информации, опять же, через недостаток общения или через недостаток взаимопонимания. Вот значит, точно какая-то тема у вас проясняется. Может быть, и по части вашего места пребывания по пентаклям может проходить как раз тоже дом. Но и это могут быть и отношения, продолжение отношений, и одновременно финансы. Вот знаете, мои дорогие тельцы, тут для вас будет важно все. Вот нет какого-то такого момента, когда бы вы согласились, ну, знаете, как серединка на половинку, или сказали бы: "А и так сойдет". Так вот, то, что у вас прежде было где-то в этом ракурсе, может быть, то, что вы пребывали в каких-то надеждах, что решится та или иная тема, вопрос, тут вы понимаете, а нет, тут бесполезно решать, вы будете сами искать какие-то новые методы, потому что какая-то путаница, недостаток будет закончен. Или, по крайней мере, вы будете точно знать, как это завершить или как это продолжить. В чем же ваша сила? В чем ваша ресурсность? Ну вот самому надо или самим надо, мои дорогие девочки, быть вот таким королем мечей, рациональным человеком, никаких эмоций. Все же, несмотря на то, что четверка жезлов о радости, об эмпатии, о гармонии, вообще о том, что у нас действительно праздник или все хорошо, значит, есть какие-то приятные события в эти 10 дней, которые не просто вас радуют, а придают вам еще и уверенности. По четверке жезлов это еще и наша уверенность. Но в этом вам помогает холодная голова и расчет. Вот нет других. Может быть, и конкретный человек будет помогать, опять же. Потому что в чем ваша сила? Ваша сила, как вот в подобных энергиях, так, еще и в правильно выстроенных контактах, взаимодействии, чтобы не было вот недостатка во взаимопонимании. И вы ведь можете сталкиваться с персонами, как я уже сказала, по первой карте король мечей, которые стоят на другой ступени лестницы иерархии. Они мыслят по-другому. И стало быть, нам придется как-то по-другому договариваться с этими людьми. Нам приходится быть самим очень осмотрительным, а, прочувствовать собеседника, в какую сторону он клонит или чего он хочет. И здесь ни разу не про замечтаться или надеть на себя розовые очки. Ну, собственно, по всем картам, которые мы открыли, тут ни о каких розовых очках речь не идет. Вам, наоборот, хочется больше ясности, потому что вот эта заноза, она вам уже точно надоела. Поэтому у кого-то это может быть конкретная тема, связанная с законом, или вот мы говорили, жилье, финансы, тут какая-то материальная тема, а может быть, это и конкретный персонаж. Кто или что появится неожиданно. Опять тройка жезлов. Вот интересно. Как интересно, мои дорогие. Тут вам какая-то ситуация по судьбе. Все то, что я сказала по первым картам, тут действительно судьбоносный какой-то момент может быть. Не упустите его. Не оглядываться назад, это факт. Тут на будущее что-то у вас проясняется. Опять же, тройка жезлов, я уже не повторяюсь. И это одновременно и как знак судьбы, и я бы сказала так. На вопрос, что прояснится, или кто или что появится неожиданно, да, тут явно есть какая-то взаимосвязь. Здесь не происходит любое событие просто так. Здесь даже новость, мои дорогие тельцы, это тоже не просто так. Вам нужно постоянно что-то анализировать или додумывать, дополнительную информацию искать, чтобы разобраться, это вообще что, это фейк или это действительно достоверно, этому можно верить. Король мечей, он все перепроверяет, он сразу не доверяет чему-то. Вообще, эта карта еще эксперта, поэтому для кого-то из вас получение новой должности может быть. Это рост вашего профессионализма, мои дорогие. Но тут ни разу не о мечтах. Опять же, немножко даже не ваша энергия. Вы люди более такие мягкие, покладистые. Вы, ну так, дружелюбно настроены в отношении любых контактов. А здесь нет, здесь больше
холода. Ну, может быть, это кому-то покажется странным, но карты именно об этом нам говорят. Благодаря вашему рационализму. И вопросы из дня вчерашнего, и вопросы в дне сегодняшнем убирают как и путаницу, и что-то проясняют, так и рационально уже какой-то тезис-план на будущее вы составляете. И эти 10 дней поистине волшебными для вас могут стать. Ладно, сфера жизни, сфера ваших достижений. Ну вот, а ведь и правда, что ж ты тут добавишь, карта императрицы? Что может быть лучше? Но я бы сказала, тут действительно переплетаются вопросы и в целом вашего благополучия, построение планов на будущее и реализации этих планов. Императрица надеется только сама на себя. И если ваш знак зодиака, это где-то, предположим, да, если мы берем даже моих дорогих девочек, вам больше ваша карта это как королева Пентаклей. Но королева Пентаклей – это прелюдия императрицы Венера, мои дорогие. Ну, плюс еще астрологические аспекты для вас складывают интересную палитру, когда даже на дела, на работу, на бизнес, на ваши достижения, когда вам приходится, может быть, идти в какие-то инстанции, мои дорогие девочки, именно. Вы будете особо притягательны. Может быть, для противоположного пола. Вам это несколько помогает. Помогает, потому что вас готовы слышать. Мои дорогие мужчины, несмотря на какое-то холодное суждение, вы можете, знаете, чувствовать вот по королю мечей, как мне что-то надоело, как мне хочется быстро разобраться, а транслировать нужно при решении любых вопросов. Вот как по аркану императрица, лояльность и дипломатию. И тогда вам это тоже помогает. Вы, по сути дела, ресурсный человек, а для кого-то из вас – это смена статуса, может быть, личная жизнь или решение, опять же, вопросов по части места пребывания. Ну, наверное, все вопросы, которые мы сегодня уже обсуждали, я говорю, что тут сразу все переплелось, все сферы жизни, как будто в эти 10 дней. И аркан императрицы свидетельствует о достижении и о том, что, ну, как минимум на шаг вперед есть возможность продвинуться в волшебное время. И еще раз повторяю. Как со всем взаимодействовать, это будете решать вы. Но иногда мы говорим как помощь высших сил. Так вот, такой аркан, когда он выпадает, это об этом и свидетельствует. Ладно, может быть и тема финансов тоже. Сфера финансов, рыцарь жезлов, тут какое-то движение, какой-то прогресс. Но карта говорит, будь готов к неожиданностям. Поэтому будьте внимательны к деньгам. Карта не говорит о тратах. Она говорит лишь о необходимых тратах. Но больше свидетельствует о том, что деньги тебе, телец, пригодятся в будущем. И если мы в целом так переложим на астрологические аспекты именно август месяц, первые 10 дней, они достаточно такие лояльно спокойные. Середина месяца, вторая декада, она уже такая, как 50-50, 50 на 50, именно по энергиям. А вот мы можем услышать какие-то неожиданные новости или как какой-то маховик истории, каких-то процессов. Он уже запущен, и он продолжает свой ход. Может быть, это ход пока медленный, и мы просто чего-то не видим. А нам будет о чем-то объявлено. Вот из разряда неожиданных новостей, и пусть это даже то, что вообще на более высоком, глобальном уровне, но, видимо, нам придется это принимать в расчет. Или каким-то образом это будет картина, как картина мира, может быть, я такое тоже допускаю, каким-то образом влиять и на каждого из нас. Поэтому будь готов к этим неожиданностям. Ты сейчас чего-то не видишь, ведь об этом тоже говорит карта. Может быть, по деньгам именно вам придется куда-то быстро собраться, отправиться, улаживать некоторые вопросы или рассматривать новые варианты работы. Вот это тоже. Может быть, новые варианты, как работа из любой точки мира. Тут любая неожиданность может быть по рыцарю жезлов. Хотя вверху у нас король мечей. У кого-то из вас может состояться и встреча в неожиданном месте. Вы не собирались ни с кем знакомиться. И здесь я не говорю о личной жизни. Но кто знает, может быть, какие-то новые контакты у вас сложатся и в последующем перерастут в дружбу. Здесь сложно прогнозировать, но я этого не исключаю, потому что карта неожиданностей и скорости, мои дорогие. Держите руку на пульсе, тут что-то будет меняться по части денег.
Любовь и личная жизнь, мир. Ой, дай бог, чтобы воцарился мир, правда. Но это еще итоговая карта. Вообще это карта путешествий, потому что мир, пространство, вселенная, кто-то из вас дорогу действительно засобирается по разным причинам. Кто-то в отпуск, может быть, вполне вероятно, и что-то вы будете тут. Или буквально поедете, или будете просчитывать, готовиться, где будем проживать. Может быть, это для людей семейных, как встретиться с детьми, или встретиться с родителями, или решить какой-то вопрос. Но вообще очень добрая, благоприятная карта, еще и итоговая. Поэтому мы говорим, если по пятерке пентаклей, это ведь на вопрос, что прояснится, может быть, и была какая-то ситуация запутанная по части отношений. Здесь будет прояснение. Причем такое фундаментально точное, с точкой. Я могу предположить, либо да, либо нет. Конечно, мы все разные. Но самое главное, даже если нет, это нас освобождает. Мы идем вперед. Мы совершенно другие горизонты видим. И по аркану мир, да тут целый мир у ваших ног. Поэтому даже если какое-то долгое время, мои дорогие тельцы, вы находились в таких сложных энергиях, кого-то ожидали, например, да, а умом понимали, человек, ну, не вернется. Вот здесь вы понимаете, что жизнь идет вперед, и я вместе с этой жизнью иду вперед. Если это была тема финансов нерешенная, то вполне вероятно, вы уже видите, каким образом это сделать, решить. Хотя, может быть, и приходится куда-то перемещаться. Все же какие-то действия вам придется, может быть, совершить, которые, ну, не входили в ваши планы. Вам придется корректировать ваши планы. К этому будьте готовы. Но любая коррекция, она для вас несет возможности. Вот самое главное, наверное, и в этом, как и знаки судьбы, и в этом подсказки карт Таро. Но для кого-то из вас, может быть, как вопросы творчества ваших, достижений, работа на дому, кстати, вполне вероятно, особенно с учетом вот этих трех арканов. Когда вы будете, опять же, совмещать все, или, может быть, это ваше личное дело, какой-то бизнес, и вы его будете реструктурировать, просматривать или рассматривать разные варианты, возможности, как можно работать, не перемещаясь или перемещаясь по всему миру. Но вы знаете, настолько вот этот триплет многообещающий и где-то неожиданный, и главное, реализационный, понимаете, в реальной жизни. И возможности, словно пространство Вселенной, вам помогают. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые тельцы. Я благодарю за то, что вы смотрите видео, за то, что вы откликаетесь, пишете свои жизненные истории. Ведь я, когда делаю расклад, я не знаю, у кого там что. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.